Ну что, господа, с пятницей вас, да? Завтра суббота, шаббат. Большинство отдыхает, наверное. Веселится и ликует весь народ. Так, а сколько там? Мало нас, но мы в тельняшках. Так, пока народ подходит, я тут, значит, обращусь. Значит, Михаил Геннадьевич, я имею в виду сейчас Делягина. Знаете, есть такая интересная русская поговорка, согласно которой с кем поведешься, от того и забеременеешь. И если, соответственно, водиться с дураками, то рядом с ними ты волей-неволей будешь выглядеть так же. Особенно, когда дурак задает тон в разговоре с тобой, ты волей-неволей, но становишься на его волну, начинаешь отвечать на его вопросы, причем в его тоне. Мало того, значит, с точки зрения психиатров, вот эта вот дебильность, значит, дурость и так далее, она всегда заразная. И заразность ее выше, чем заразность ума. В результате чего умный человек быстро и легко попадает под влияние дурака. Не сильно, но тем не менее это становится заметным со стороны. Значит, это я к тому, кто вас интервьюирует. И неоднократно замечено уже, что товарищ задает некорректный вопрос, используя, или вопрос корректный, термин некорректный. А вы начинаете отвечать, используя этот самый некорректный термин и ставя свой ответ на уровень вот с этим вот дурачком. А зрителю приходится сидеть и догадываться, а что, собственно, имелось в виду-то. Либо действительно вот эта глупость, либо что-то другое. Мало того, вот этот товарищ, который вас интервьюирует, Михаил Геннадьевич, он, конечно, молодому поколению достаточно симпатичен, потому что они все такие. Но для людей старшего поколения это малолетний, с наглыми хамскими выходками товарищ. Он не в состоянии выдерживать тон интеллектуальной, да и просто нормальной беседы, к сожалению. Мало того, его лицо отражает его внутреннее состояние. Я думаю, это достаточно банальное состояние, хорошо известное психиатрам и легко диагностируется по внешности. Я, конечно, понимаю, внешность бывает обманчива, но вот поведением своим он уже доказал. Вы знаете, Михаил Геннадьевич, дело в том, что смотреть вот эти вот интервью невозможно. Просто-напросто. Я не психиатр со стажем, и не медбрат из дурдома со стажем, поэтому мне сложно выносить такие компании. Поэтому, к сожалению, я вынужден очень многие ваши обращения пропускать, точно так же, как и многие другие зрители вынуждены отказаться от просмотра ваших вот этих, наверное, интересных интервью, но, знаете, неприменимых, невозможных к прослушиванию просто-напросто. Заигрывая с молодой вот этой вот аудиторией малолетних персонажей, вы ничего не добьетесь. От слова совсем. В принципе. Потому что они вас банально не понимают. Кто вас понимает, тот не в состоянии слушать вашего интервьюера. Я видел немало уже примеров, когда попытки заигрывания с дураками приводили к краху. Как только начал заигрывать с дураками, умная аудитория уходит. А потом и дураки уходят, потому что дураки ждут
шоу. Понимаете, Михаил Геннадьевич? Шоу. А у вас шоу не будет. Как я понимаю, вы же не готовы выступать клоуном на этой арене. Поэтому, пожалуйста, откажитесь. Найдите другого интервьюера. Это будет значительно лучше для всех. Так, господа, извините за вот это вот отступление. Значит, ну да, немножко там некий Иванов достал. Значит, терпеть не могу дураков. Вот. Даже рядом. Особенно, когда дурак не понимает, что он дурак, наоборот, считает, что он умный. Вот. Его, как сказать, ему честь оказали с умным человеком разговаривать. Вот. Нормальный человек в этом случае чего? Учится, да, общается с почтением. А вот дурак начинает разговаривать, значит, через губу и соответствующими интонациями. Это для меня, например, нетерпимо. Вот. Так, давайте, значит, я что-нибудь пока буду рассказывать, а вы пока, значит, пишите вопросы, которые вас интересуют. Еще раз говорю, если вопрос будет касаться типа консультации, ребят, ну не рассчитывайте на вот просто так ответ на халяву, потому что рассказать кратко я не смогу, значит, рассказывать долго. Извините, на консультацию закладывается у меня 2 часа. При этом зачастую это время увеличивается. Когда достаточно сложный вопрос в объяснении, это время увеличивается. Понимаете, ребятки? Вот. А у нас стримы тут идут по 1,5, редко когда 2 часа. Вот. Ясненько, да? Так, опять же делать свою работу бесплатно тоже не хочется. Да, в Удмуртии отменили строгий режим. Ну, во-первых, да, отменили обязательное ношение. Тем не менее, значит, как сказать, сняли типа все ограничения на посещение массовых мероприятий, но на стадионах, в кинотеатрах, значит, концертных залах и прочих должно быть занято не больше 50% мест. Но можно без масок. Значит, это раз. Второе. Продавцам, значит, один хрен находиться в масках. Вот, кто боится. У нас, правда, много продавцов уже без масок работает. Даже вот не как покойнички под подбородком, блин, повязочка. Вот, челюсть подвязана. А именно без масок. Вот, которые проработали весь вот этот вот режим. Наплевали они вот на вот это вот все, блин, и работают нормально себе. Вот, да. И всем остальным как бы рекомендовали продолжать все это дело носить. Да. При этом, значит, из населения пытаются сделать, как бы это помягче так сказать, ну, баранов. Вот. Понимаете, в чем дело? У нас скоро весна. Вот. И, в общем-то, в марте-апреле будет опять всплеск. Это будет всплеск сезонных заболеваний. Опять же, значит, там будет и ОРЗ, ОРВИ, простуды. Кто не успел, значит, там пневмонию еще слегонца. Ну, весной один фиг, все начинают простужаться. Когда вот эта вот температура меняется, блин. Солнышко светит, тепло, ветерок, значит, со льда, с холодной поверхности, блин, подул. И теперь холодно. Значит, в зимней куртке уже жарко, вспотел, расстегнулся, продуло и так далее и тому подобное. Я подозреваю, все это хозяйство сейчас сделано для того, чтобы, блин, загнать потом всех обратно. Сказать, вот видите, вот мы отменили, а вы же, блин, перестали носить. Вот видите теперь какая фигня, блин. Значит, и так далее. Прям такое ощущение, что вот под это вот все хозяйство они, значит, опять подгадывают. Ну, в Удмуртии еще ладно, фиг с ним, блин.
В Москве-то точно не под это хозяйство, да, подгоняют, это однозначно. Ну и да, обязательного ношения масок, в общем-то, не было. Это было рекомендацией. Один хрен, кто бы что не орал. Вот тот же самый Бричалов, он не является начальником для меня, он является начальником всего-навсего для своей администрации, не более чем. Вот, да, кстати говоря. И все его указы там, типа Вася, надень маску, блин. Ну, в ответ, соответственно, он же у нас товарищ военный, военное училище заканчивал, да? Правда, военным не был, вот, там такие кадры не нужны. Ну, я его могу, соответственно, русским командам-то и отправить куда-нибудь. В пешеэротическое со всеми его распоряжениями, да. И так далее. Как-то так. Как-то так. Да-да-да, чтобы сказать, намордники отменили, а вы виноваты, блин, да. Чувство вины, испуг, увеличится количество желающих уколоться. Все верно, все верно, все верно. Тут вон данные появились. Николай Геннадьевич как раз должен был их выложить, значит, в группу. Бают, что перехватили разговор в Германии. Вот. Разговор телефонный в верхах. На тему того, как бы повысить панику у населения и страх в отношении ковида, а то народ, блин, что, бояться перестал, понимаете? Непорядок, блин. Вот. Надо всех загонять под прививки же. Вот. Заметьте, опять же, да, в Удмуртии отменили, потому что, блин, вот Бринчалов, он ни разу не медик ни в одном месте. Значит, но он сказал, очень много народу переболело, поэтому вот мы отменяем. Очень хорошо. Когда ему до этого говорили, блин, очень много не болеет, болеет очень мало, не надо вводить, орали, верещали, цифрами, значит, тыкали, ногами топали, глаза большие делали, вот, в общем, пужали как могли. А сейчас никаких цифр. А сколько переболело-то? Ну, много это сколько? 3 апельсина это куча? А сколько апельсинов куча, блин? Куча это много, а вот много это сколько, понимаете? Блин, как в том мультике. Вроде взрослый человек, да, на серьезной должности, блин. А вот ляпает, как бабка на лавочке, значит, блин. Вот. А много переболело, блин. Ну, точно так же, как ляпнул этот московский, значит, начальник. Понимаете, точно много переболел. Много это сколько, ребят? Сколько это много? Выборку делали, на антитела проверяли. Если много, а нахер тогда массовая вакцинация? По весне летом говорили, что отменят все это дело, когда, блин, больше 60% народу переболеет. Так народ-то переболел, а нафиг тогда вакцинация? Вот ведь в чем дело. Значит, происходит до банального. В Москве же, значит, пенсионерам, пока не уколешься, значит, социальную карту обратно не включают. Нифига, катайся за свой счет. Вот, счет небольшой, в смысле у пенсионера, а счет за проезд, блин, там, мама, не горюй, блин. Вот, да. На такси не сильно дороже там получается кататься, блин, по Москве. Так народ что делает-то? Они берут свои сбережения, покупают у нас здесь, в деревнях, значит, домишки, ремонтируют их. У нас здесь все это дело в деревне стоит, блин, так-то не сильно дорого. Ну, 1100 купить дом, блин, с хорошим таким большим участком, да как нефиг делать. Понимаете? Вот. Что получше? Ну да, 1300. Вот. А что им, собственно, пенсионерам-то? Им нафиг рядом школа. Они покупают, ремонтируют, делают себе, значит, канализацию, водопровод. Ну как, скважину пробурили, каналью кинули. Вот. И все.
А там, соответственно, либо продают, вот, либо начинают сдавать, и это все плюс к пенсии. У нас здесь проезд, ребят, если кто не в курсе, на общественном транспорте, значит, автобус, троллейбус, трамвай 20 рублей. Это вам не Москва. 20 рублей у нас проезд. Не за остановку, а, блин, от конечной до конечной. Например. Вот. Есть тут у нас маршрут 10-го трамвая, значит, из Металлурга до Ворошилова, до Кольца. Это, блин, практически через весь город едет. Ну вот. Больше часа пилит трамвайчик. Красотища, 20 рублей проезд. Например. Вот. Маршрутки то ли 20, то ли 25. Вот. На такси, в принципе, тоже не шибко дорого. Как-то так. То есть такие уже дела-то пошли. Ну, потому что, блин, пенсионеров начинают зажимать, блин, там, слать им смс-ки, блин, пугать всякими разными способами. Вот. И почему-то никого за жопу за это дело не берут. Вот, за нагнетание вот этой вот паники-то, собственно. Заинтересовалась Европа вашей вакциной? Ну так и гоните ее туда, блин, зарабатывайте на Европе, блин. Нахер на своем населении это, блин, бабки делать. Достали уже. Да. Да. Как-то так. Интересно у нас нынче происходит. Чем дальше будет, тем интереснее, понимаете? Вот будет как в том приколе, что схожего между женскими ногами, ну детский такой прикол, что схожего между женскими ногами и космосом. Чем выше, тем интереснее. Вот у нас сейчас ситуация примерно такая же. Чем дальше, тем, блин, интереснее. Все интереснее, интереснее. И как бы, да, тем же самым оно, собственно, все и не кончилось. Когда дойдем, да, до цели. Как-то так. По вакцинации уже говорил. Если вас начальство, значит, старательно запихивает на вакцинацию, запасайтесь, ребята, как минимум справками, значит, о том, что вам вакцинация не нужна. Перечень противопоказаний против вакцинации, в общем-то, в сети присутствует. Вот. Это как минимум аллергии, текущее заболевание, значит, алкоголизм, там, например, различные заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертония, вот, и так далее. Это раз. Значит, второе. Опять же, у нас что, блин, платные клиники отменили? Не вам там, блин, за денежку малую, что хочешь нарисуют, хоть черта лысого с рогами. Что вы, блин, прям вот не знаете, что делать-то. А второе, значит, коллективная жалоба, например, в прокуратуру. Уже объяснял. Вот. И все. Что за фигня, блин? Что за массовая вакцинация? Сейчас, на сегодняшний день, не может быть массовой вакцинации, ребята, от слова совсем. Потому что на сегодняшний день ни одна вакцина еще от коронавируса не закончила положенных испытаний. Сейчас идет третий этап испытаний. Он закончится в лучшем случае в марте, после чего потребуется еще полгода наблюдения за привитыми. Вакцина революционная. Вот. Никто не знает, какие вообще там будут последствия от ее постановки. Молодежи, кто планирует детей или предполагает, что они еще могут быть, особенно внимательно, потому что вот эта херотень, которую вам будут вводить, она будет передаваться по наследству с половыми клетками, с яйцеклеткой и, соответственно, значит, со сперматозоидом. Ребята, блин, думайте своей головой. Вероятность того, что, блин, будет кошмар и тихий ужас, после того, как начнут рождаться дети у тех, кто отвакцинировался, блин, 50 на 50.
Хотите в рулетку поиграть? В русскую? Блин, револьвер это гуманнее. Честное слово. Вот. Имейте это хозяйство в виду. Травки стоят кучу денег. Вы сейчас про какую травку? Так. Егор Казаку. Еще один вопрос не по теме, скажем так. У вас вопросы все время какие-то странные. Будете снова обратно забанены к чертовой бабушке. Вот. Исходя из перспективы возможных хороших взаимоотношений, вас разбанили. Как я вижу, зря. Поэтому еще одно поползновение. Будете обратно забанены. И в этом случае уже без возможности полностью как-то обратиться ко мне, получить от меня какую-то консультацию и так далее, блин. Так. На Украине коллективные жалобы не работают, блин. Ну, фигня какая, блин. Ничего страшного. На Украине скоро будет весело и интересно. Вот. Скоро тут, по моим прикидкам, должны будут организовать вовойку. Украина с Россией и, скорее всего, одновременно Грузия с Россией. Там вполне возможно еще Азербайджан подтянется. Вот это будет интересно. Чем дело кончится. Вот. Для кого-то может кончиться очень плохо. Но если такая фигня начнется, то, ребятки, скорее всего, это закончится присоединением. Вот. А товарищи обратно к, ну, в смысле, возврат в лоно Советского Союза, я так подозреваю. Есть такие вот предположения и некоторые основания. Да. Так, хондроз шейного отдела с чем обычно связан? Хондроз шейного отдела обычно связан с защемлениями, неудобной позой, то есть малой подвижностью, собственно, как всегда. Банально. Вот. Недостаточная подвижность, в первую очередь. Соответственно, застойные явления и так далее. Может на втором поколении проявиться это полускрытый геноцид землян. Кто сказал полускрытый? Не надо стесняться. Это открытый, абсолютно неприкрытый геноцид. Так-то. Еще раз. Понимаете, когда вдруг, значит, с одной стороны, мне увеличивают пенсионный возраст до уровня, до которого я чисто статистически гарантированно не доживаю, я понимаю, что ребята заботятся о своих бабках, чтобы мне их не платить. Вот. Когда, значит, я вижу, что население России за 2020 год сокращается на 690 тысяч человек, это уточненные данные, кстати говоря, официальные, уточненные данные, минус 690 тысяч, ребят. Нормально? Это 510 тех, кто реально умерло, значит, сверхсмертность, плюс те, кто должен был родиться, но не родился. То есть потери страны за год 690 тысяч, почти миллион. Ребят, сумасшедшие цифры. Понимаете? И вот при этом всем никто не бьет тревогу. Наш любимый президент почему-то, значит, никого не посадил. Никого не даже отлюбил в прямом эфире, как он очень любит это делать, там в прямом эфире. Вот.
Все, что я видел, это, значит, собрал правительство и очень нежно, ласково, подбирая слова, чтобы, не дай бог, не обидеть, подбирая интонации, выдерживая такие вот интонации, какими обычно детей перед сном хвалят. Ну, чтобы дети от радости не перевозбудились, блин. Вот он такими интонациями и словами их журил. Понимаете? А эти кадры, блин, из правительства, на него сидят, смотрят такими глазами, типа, ну-ну-ну-ну, ну-ка, попробуй сейчас, вякни, блин. Ну-ка, давай, попробуй, рискни-ка, здоровьем. Понимаете? И после этого вдруг выделяют миллиарды денег на то, чтобы, значит, соблюсти мое здоровье, меня провакцинировать. Я не верю. Понимаете, вот прям по Станиславскому. Не верю. Особенно после того, как по весне всех загнали сидеть по домам, когда после зимы наоборот надо было народу говорить, так, окна поширше, всем гулять на свежем воздухе, на солнце, блин. Там, ну хер с ним, блюсти дистанцию, блин, да. Но, блин, всем шарахаться на солнце, там, кварцевать квартиры, там, проветривать все это дело, там. Никому нигде никто об этом не рассказывал. То есть никому здоровье населения было нафиг не нужно. Люди теряли деньги, сидели без работы, блин. А тут вдруг бамцы, они озаботились моим здоровьем, даже в это дело миллиарды денег вкладывают. Блин, я не верю. Я понимаю, что здесь, блин, однозначный подвох. Эти ребята бабки просто так не вкладывают. Они вкладывают только в то, что им принесет прибыль. У нас, блин, в цене топлива, сколько я сейчас покупаю, блин, бензин 95-й, блин, по 48 рублей за литр. Твою мать, он вырос. Был 47,15, сейчас 48 стал. Значит, ребят, там 70% акцизов. То есть, ну, высчите из этой суммы 70%. У вас получится 12 с копейками, блин, рублей за литр бензина. Он столько стоить должен. А стоит 48, а местами и 50. Соляра 50 у нас стоит. Вот. В стоимость автомобиля, легковушки, блин, значит, с объемом движка до 2 литров заложено примерно, блин, 240 тысяч, это так называемого утиль-сбора. То есть у нас народ, блин, щемится, жмется там, я не знаю, блин, на дошираке сидит, блин, гранту покупает в кредит, переплачивает 240 штук, плюс еще проценты, хотя могли купить ее легко, непринужденно, блин, 380, например, та же самая комплектация. При тех же совершенно зарплатах стоимость продуктов и товаров, блин, народного потребления могла быть значительно ниже, ну, банально, стоимость топлива-то ниже. Стоимость перелета, блин, твою ж мать, я посмотрел в Питер слетать, блин, это не гуманный ценник. 15 штук туда, 5 обратно, но 15-то туда. Вот, ну, блин, для меня это деньги. Двадцатника потратить, там, плюс еще как минимум гостиница на сутки, блин, ну, что-то как-то... А 70% стоимости это акцизы, оказывается. Ну, считайте, 50% стоимости билета у нас получается, это стоимость топлива. Там все эти акцизы. Ядрить, мадрить, блин. И что они, блин, вдруг озаботились моим здоровьем? С хрена баня упала. Они мне подняли, значит, уровень пенсии, я гарантированно до этого не доживаю. То есть они здесь, понятно, бабки-то экономят, да? О своих бабках заботятся, чтобы, блин, мне их не отдать, чтобы я им отдавал, а они мне обратно их не вернули нифига.
А здесь так они, значит, вот что-то вот прямо заботились, чтобы я, бедный, вот не заболел прям. Масочный режим, все дела. Ну вот прям вот такая забота вот великая прям, ага. Либо там шизофрения, либо одно из двух, что называется, понимаете? Вот, поэтому геноцид-то ни хрена не прикрытый, блин. Особенно с такой вакциной. Никто не может гарантировать, блин, что через полгода, год, блин, у нас население не начнет, блин, валиться, блин. Ну, банально, дохнуть. Что характерно. Понимаете? Байден отменил строительство, значит, нефтепровода у них там. То есть 1,5 миллиона человек он обрек на безработицу. Но вакцинирование, блин, обязательное. То есть заботиться о гражданах. Понимаете? Ну, когда в одной голове уживаются две прямо противоположные мысли, блин, это называется шизофрения. Понимаете, ребят? Вот. Итак, что характерно во всем мире, уже говорил. Сельским хозяйством, блин, сельхозпроизводством у нас везде, блин, творится полная задница, блин. С производством промышленным творится полная задница точно так же везде. Вот. Так, ладно. Перейдем к другим паразитам. Можно ли самому определить наличие глистов или только лаборатория? Ну почему? Можно самостоятельно. Дело в том, что лаборатория как раз таки не всех глистов определяет. Вот, что характерно. Там буквально 3-4 наименования, если повезет, могут определить. Вот. И то, чтобы определить полноценно наличие гельминтоза, это необходимо делать в стационаре, находясь в этом стационаре не меньше 3 недель. Что характерно. Таких анализов полноценных сейчас не делают нигде от слова совсем. При этом всем существует список симптомов, которые однозначно показывают на наличие гельминтов. Вот. Соответственно, ленточных определить проще всего. При наличии ленточного глиста активного, значит, у человека развивается интоксикация, то есть постоянное сильнейшее отравление. Вот. С повышением температуры, с дикой слабостью, с сильным потоотделением там, и так далее и тому подобное. То есть дичайшая интоксикация, все признаки мощнейшего отравления. Это дает ленточный глист. Значит, соответственно, апистархоз дает достаточно явную симптоматику, определяется достаточно легко. В группе у меня выложено свежее видео. Значит, специалисты обследовали реки, бассейны рек в Сибири, какие породы рыб, значит, с какой вероятностью содержит в себе аписторха. Там все выложено. Уже вот четкая официальная версия. Пожалуйста, идите знакомьтесь. Не то, что я тут типа придумываю, как некоторые считают. Значит, остальные круглые глисты, они, соответственно, определяются банально по точно так же простой бытовой симптоматике. Вот. Это и зуд в заднем проходе, например, ночью особенно, и ближе к утру, раз. Это и анемия железодефицитная, на раз. Это и скрежет зубами. Это и в том числе, значит, на ровном месте изжога по поводу и без. Вот. Наличие диабета. Вот, когда сахар постоянно повышенный. Вот. И так далее и тому подобное. То есть и слюнотечение. Вот, особенно ночью во сне.
Это все симптоматика, соответственно, значит, гельминтоза. На канале у меня есть серия видео, я сижу, просто книжку умную, научную, составленную докторами наук, читаю. Вот. И, соответственно, на сайте у меня точно так же расписано, есть несколько материалов, где очень подробно расписана вся симптоматика гельминтоза. То есть продиагностировать самому себя, своих близких, детей, никаких сложностей, в общем-то, не представляет. Вот. Опять же, наличие аллергии говорит об том же. Вот. Да, слюнотечение ночью признак глистов. Все правильно. Там механизм-то очень простой же получается. Глист выделяет, ну он же как, он должен ведь прокусить слизистую, значит, чтобы там кровушки-то попить. Вот. Но вы же будете ругаться и материться, соответственно, если вас будут грызть изнутри, значит, прям вот так живьем. Поэтому эта сволочь, блин, выделяет что-то типа анальгетика. Вот. То есть происходит полное обезболивание, человек не чувствует, когда его грызут. То есть он не испытывает боли, он испытывает просто определенное беспокойство. А вот когда эта сволочь находится достаточно близко к ротовой полости, а то и, блин, выползает, то есть прячется, например, в гайморовых пазухах, да, может вот в этих вот пазухах прятаться. Значит, может сидеть банально в гландах, блин, гнездиться. Легко, ребята. Легко. Уже люди на консультации неоднократно рассказывали, как, да, вот при них, у них оттуда, блин, доставали глистов, медики, пинцетом. Вот. Понимаете? Вот идет воздействие на слюнные железы, которые банально начинают постоянно гнать слюну, отравленные вот этим анальгетиком. И все, мышцы вот эти вот, они расслабляются, мышцы губ расслабляются, челюсть отвисает, слюна течет, человек не чувствует, что рот переполнен, потому что даже во сне рефлекторно обычно он сглатывает. Вот. И все, вот слюна течет. Понятно, да? То есть механизм-то очень простой на самом деле. Вот. Как-то так. Эпистерхозом можно заразиться от соловых предметов в гостях. Ну да, можно. Вот. Может быть другая механика отделения слюны во сне. Другая механика, это банально, работают еще раз слюнные железы, но человек не чувствует и не сглатывает. Все. Ну, либо там, соответственно, у человека была травма, нарушение, значит, нервной чувствительности, нервной проводимости, там, и т.д. и т.п. Вот. Как-то так. Да. У меня, понимаете, ребятки, вот если говорить вот про это вот, я родился в СССР. При этом вырос я, например, в Грузии. Значит, я там прожил порядка 12 лет, больше 12 лет. Значит, в том числе в России я живу в Удмуртии, то есть опять же, значит, там не в Белгородской губернии или Курской, например, да, а в какой-то национальной республике, где присутствуют, опять же, удмурты, те же самые татары, башкиры и т.д. и т.п. В Грузии, соответственно, вот я жил, учился, у меня в классе были и грузины, и мингрелы, и греки, блин. Понимаете? Вот, окромя, значит, русских и полукровок, и евреи в том числе, значит, были. И вот как-то я вот среди всего этого хозяйства вырос, а потом, соответственно, когда я поступил учиться дальше в систему МВД, это же еще был Советский Союз, я в 90-м году поступал.
И у нас ребята там были, соответственно, со всей Средней Азии в том числе. Вот. Понимаете, что характерно? Вот я как-то привык, что для меня нет, ну как, все вот свои. Если это узбек, ну, блин, он свой, не то, что там с другого государства, блин. Вот. Нормально же общаемся. Америка, Канада. Вот. Ни один нормальный человек, ни один, блин, нормальный человек вот так вот в личном общении не поднимает тему специально, блин. Ну, есть люди с Украины, блин, да, ситуацию обсуждаем, да, блин, сложная ситуация, да, блин, проблемы. Но вменяемые люди прекрасно понимают, это не я эту ситуацию создал, чтобы вот так вот огульно, блин, вот это вот. Понимаете? Как-то так. По-грузински, да, умею. Да. И читал на грузинском. Сейчас, правда, практически весь алфавит забыл, а так и читал в том числе по-грузински, и диктанты на грузинском писал. То есть нормально все было. И в том числе у нас там была, кроме, значит, истории, которая была в обычных школах, еще история Грузии отдельно предмет был. Кроме просто географии, у нас была еще география Грузии. Вот. Как-то так. Как-то так. Есть привычка, не сказать, что рьяная, есть мякоть от граната, грейпфрута, шкуру от апельсинов, мандаринов. Это вы правильно делаете. Это вы правильно делаете. Да, на неделе менял права, гаишник поделился новостью. Сократили всех, даже последнюю уборщицу. Сказали, убирайте кабинеты сами. Ну, да, вот я смотрю, значит, с одной стороны, гаишников хотят наделить правами там, блин, отбирать, значит, свидетельство о регистрации транспортного средства, если, блин, колеса не той системы, например, да, или руль, блин, не совсем круглый, как должен быть. Или там фаркоп не в то место, значит, прикручен, блин. Вот. Вот лично у меня возник вопрос. Я за год гаишников видел, блин, 4 раза. Вот прям стесняюсь спросить, а кто следить-то будет вот за вот этим вот всем-то? Это же, чтобы понять, что, блин, на автомобиле колеса не той системы, это надо его для начала остановить. А гаишников сейчас нет. Еще раз говорю, вот у нас здесь был полк ГАИ, отдельно трассовый батальон, вот, полк ГАИ был. Сейчас здесь не полный батальон. И да, сокращают дальше, продолжают. Вот. Так, минеральные воды с других месторождений, Карпаты и так далее, похожих по составу на боржоми, также эффективно ли это опытным путем определить надо? Ну, в принципе, да, скорее опытным путем, потому что кому что помогает, вот, больше. Как-то так. Опять же, понимаете, вот эти вот, как сказать, вот эти вот воды, они, я же рассказывал, да, про закисление, защелачивание. Рассказывал, что организм это фактически маятник. Вот здесь все то же самое. То есть, соответственно, надо точно так же качнуть маятник, попытаться посильнее, значит, раскачать систему с точки зрения, значит, соли. Использовать бишофит, например, ну, опасненько, вот, с этой точки зрения.
А использовать, соответственно, соленые минералки, вот, вполне себе нормально. Но опять же, аккуратно надо, аккуратно. Так, один на весь мир не разорвешься. Не планируете в будущем обучать людей в помощники? Понимаете, штука в чем? Понимаете, штука в чем? Вот есть такая вещь, как история, да? И это такая интересная штука, которая дает концентрированный опыт многих поколений. И он показывает, что искать себе учеников – это абсолютно бесполезное занятие. То есть, либо появляется человек, который банально понимает, что ты делаешь, вот, и банально приходит как ученик, да, вот, становится помощником. Ну, либо он не понимает, потому что, например, в том виде, в каком у меня все вот эти вот знания, они же не выложены на бумажку. Они не структурированы для преподавания. Вот. Здесь очень много вещей, которые, надо банально еще описать, еще как-то систематизировать, структурировать и вообще понять, что это было, собственно, откуда там ноги-то растут. Вот, чтобы все это дело сформулировать, а потом уже рассказать. Вот. Понимаете, в чем дело? Не могу сказать, что на интуитивке много. Нет. Уровень интуитивки, в общем-то, пройден достаточно давно. Но с учениками это, в общем, масштабировать пока крайне сложно. Масштабировать крайне сложно. Появится кто-то, буду учить. Ну, а нет, так нет. Почему после купания в горячих источниках Тюмени наступает легкость в теле? Не знаю. Без понятия. Надо смотреть, при каком состоянии организма, что с этим организмом происходит, состав этих самых источников и так далее. А то, сколько раз в Тюмени был, я первый раз слышу в Тюмени. Да. Вроде там не сейсмическая зона. Как-то так вот, ребятки. Как-то так. Ну да, фактически получается, что на сегодняшний день я фактически людей учу понимать свой организм, понимать принципы, на которых все это хозяйство работает. Потому что на сегодняшний день медицина, официальная медицина, зашла в тупик. Мало того, что она ушла не туда, там она, значит, зашла в угол, в тупик, и теперь, значит, стоит, боится в этом самом углу, там темно, там страшно и вообще обидно. Вот, что тебя не ценят. Золотая серединка, сегодня почему-то ее нету, вот, которая Маша. Это же у нас врач-анестезиолог, вот, написала замечательный комментарий под видео у меня. Вот. Ну вот она описала там, например, значит, помощи при травмах. Ну, собственно, я и говорил, что да, оставлять хирургов, травматологов, вот, травматологов причем учить надо качественно, а остальных можно разгонять к чертовой матери. Ну, там, стоматологов оставить, да? То есть тех, кто занимается конкретно, значит, вопросами механического лечения, да, механического вмешательства, физического вмешательства в организм. Вот. Ну да, они остаются, кто-то, значит, подучивается, кто-то с легонца переучивается, во всяком случае, в понимании процессов. Вот. А остальных можно к чертовой матери разгонять. Вот. И на их место набирать, собственно,
инженеров с опытом работы. Причем тех инженеров, кто действительно хочет получить диплом медика, потому что ему это интересно, и уровень диплом медика там надо получать на уровне медучилища, то есть на уровне описания процессов. Понимаете, на уровне описания процессов. Потому что трактовку этих процессов этим самым инженерам предстоит делать. Искать закономерности, объяснять, почему это работает именно так. Вот это должны инженера. На сегодняшний день медицина подошла к этому порогу уже основательно. Золотая серединка там приводит пример, значит, девочка 5 лет, больше 60% ожог тела кипятком и так далее. Страшная штука, да. Но понимаете, есть, например, замечательная такая вещь, как эфирное лавандовое масло, которое уже неоднократно доказало свою эффективность. Эфирное лавандовое масло. Если бы людей в школе на уроках биологии учили основам, самым простым бытовым вещам, то есть наложение повязки, да, тугой повязки, наложение жгута при артериальном кровотечении, например, как делать какие-то вот манипуляции, там, выводить человека из шокового состояния, например, помощь при ожогах. Блин, автомобилистов заставляют держать аптечку в машине? Заставляют. Почему не заставляют делать то же самое обычных граждан? С набором тех вещей, которые им там помогут при отравлении химическом, биологическом, при ожоге. Ну, вот у меня же на сайте есть материал аптечка, и, соответственно, блин, там перечень, что туда должно входить, и, соответственно, как этим хозяйством пользоваться. Вот. Ну, то, что туда должен входить тиосульфат натрия, блин, в принципе, официалы и так согласны, да. А то, что туда, соответственно, должно входить эфирное лавандовое масло, это, блин, уже никто нигде не пишет, не рассказывает. Хотя неоднократно, блин. И пользовался там я, мои близкие, родные при термических ожогах. И другие люди рассказывали о своем опыте использования, значит, при, опять же, термических ожогах. Там ожог кипятком, блин, да. Ну, не 60%, но, блин, там ожог ноги, например, там живот и нога. Женщина кипятком на себя кастрюлю, блин, да, эфирное лавандовое масло, как я говорил, блин, заливать лавандовым маслом, держать все это хозяйство мокрым, во-первых, быстро снимает боль. Во-вторых, не образуется волдыря. Если это сделать вот тут же, сразу в течение вот буквально там первых же минут, даже волдырь не образуется, понимаете? Кипятком даже волдырь не образуется. И боль очень быстро спадает. Если это случилось вечером, человек в состоянии нормально спать. Да, ему это место больновато. Да, блин, часа 2-3 он уже потратил на то, чтобы поддерживать это место мокрым, постоянно мочит лавандовым маслом, блин, да. Но в итоге, блин, просто покраснение на этом месте перед сном. Человек ночью спокойно спит, никаких волдырей. Утром, блин, практически ничего не напоминает о том, что облился кипятком. Понимаете? Вот она рассказывает, там больше 65%, значит, площади поверхности тела обожжено. Девочка жива, пока справляются почки. Почему? Потому что организм выделяет лимфу. Про эфирное лавандовое масло мама девочки даже слыхом не слыхивала. И медиков этому не учат, и граждан этому не учат. А ведь это великолепная первая помощь, блин, при термических ожогах, например. Понимаете, ребятки? Я не знаю, почему оно так работает, но оно, блин, так работает. Ну, я
как сказать, есть определенный принцип. Да, это гармонизатор в том числе. Эфирное лавандовое масло – это гармонизатор в том числе. В сочетании с димексидом оно, например, прекрасно работает, снимает боль, отеки при ушибах, растяжениях, вывихах. Проблемы с поясницей, с суставами, блин. Прекрасно работает. Прекрасно работает точно так же, когда герпес выскакивает, прижечь вот этой смесью, блин. Но это в медицине не используется и не будет использоваться. Им это нахер не надо. Понимаете, штука в чем? Да, есть другие средства противоожоговые там и так далее. В некоторых случаях их применять как бы эффективнее. Например, там пантенолом, ну, при солнечных ожогах, можно лавандой. Лучше сочетать то и другое. Вот в чем дело. Да. Кто понимает, тот будет с вами, поверьте. Спасибо. Вы помогли мне избавиться от сомнений, действовать так, как мне казалось правильным. Казалось, что всю жизнь был прав во всем, а оппоненты нет. Ну, у меня вот подобная картина была, это когда Куренков мне сказал, блин, у тебя, говорит, Вася, главная беда, ты всех, говорит, считаешь умными, такими же, как ты. Я, блин, долго думал над этой фразой, блин, потом сделал правильные выводы. Вот. Утренний обход, да, хороший фильм, отличный. Блин, в Тобольске был, но все время как-то проездом. Эх, блин. Эфирное масло лаванды, ожоги, герпес на собственном опыте работает великолепно. Да. Тяжело бывает убедить людей в действии ваших рецептов. На все проверены, не верят, бегут в больницу. А не надо никого тянуть за ноздри, блин, понимаете? Никого не надо тянуть за ноздри. Каждый, в том-то и дело, что должен пройти, как сказать, собственный путь. Вот. Почему у меня нет активной, агрессивной рекламы моих ресурсов, канала и так далее? С одной стороны, значит, наверное, это принесло бы мне дополнительную прибыль, да? А с другой стороны, придет толпа идиотов, блин, которым это нахрен не надо. Вот. Которые начнут, блин, а что это? А я вот что-то сомневаюсь. У меня канал также объяснено, пока человек на собственной шкуре не прошел, блин, все круги ада ортодоксальной медицины, блин, да? Ну, блин, у меня делать нечего. Вот только человек с познаниями и собственным опытом про свой организм, да, со знаниями про официальную медицину, когда он приходит ко мне, он меня начинает понимать. Все, без вариантов. Все остальные, блин, просто не понимают. О чем, собственно? Либо медики, либо люди с опытом. А всех остальных, ну, а что им, собственно, объяснять? Я бегал в свое время, пытался что-то объяснять тоже, втолковывать. Неблагодарное занятие, абсолютно. Абсолютно неблагодарное. Тем более, что во многих случаях как бы нет одной таблетки-то. Да, там
порядка, блин, 12 компонентов перечень. Что надо жрать, пить, есть, да еще самому готовить, блин, да еще в лес ходить за этим всем. Вот. А люди, соответственно, когда им притаскиваешь, ну вот, ну да, вот, ну делай, тебе же будет хорошо. Он берет из этого то, что ему показалось поинтереснее, повкуснее, попроще, полегче, блин. Пожрал, блин, опять же, не 3 месяца, а там, в лучшем случае, неделю, после чего сказал, блин, а мне ни хрена не помогло, блин, херня это все. Понимаете? Вот. Если бы это у меня был проект, и я тупо, блин, рубил бабло, я бы сделал простенькие рецепты. С медом, с лимоном, блин, да? Как сейчас, блин, смотришь так, в ютубе услышал, блин, напиток здоровья с утречка, и, блин, вещает, напиток здоровья, и вещает, значит, с интонациями гуру, надо с утра развести мед в теплой воде, добавить туда сок лимона, перемешать и пить. И вы всегда будете здоровы. Вот. И вот, ну, и как без русского командного в этом случае, да? Значит, уже объяснял, как эта хрень действует, блин, и почему это не приводит к здоровью-то, собственно. Вот. Понимаете, что это в чем? Вот если бы я хотел просто рубить бабла, у меня консультации были бы 500 рублей, соответственно, блин, каждый день очередь. Вот, рецепты там с медочком, с корицей, с чем-нибудь подобными вещами вкусными, значит, с пироженками. Конфеты я делать умею, пирожные я делать умею, торты я делать умею, поэтому правильных рецептов, значит, сладеньких таких вот, но с привкусом, значит, полезности я тоже могу сварганить. Вот, понимаете? Все. И было бы, блин, пацан активно шел к успеху. В том числе потому, что, как говорил доктор Геббельс, вот, ну, конечно, сволочь, блин, и фашистский преступник, да? Но, блин, умный человек, скотина. Он говорил, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Все. Как он здесь давеча статейку прочитал, блин, на каком масле можно жарить, а на каком нельзя. Оказывается, блин, на подсолнечном рафинированном жарить нельзя, потому что там 100% содержится омега-6. Вот и прям вопрос тут же вот вырывается, вот сразу вот русским командным. А при чем здесь барага в таком случае? А почему люди, значит, вот так вот усираются, добывая вот эту вот несчастную омегу-9 из вот этого вот самого барага, блин? Там ценник дикий. Значит, в зависимости от рынка, от 10 до 25 тысяч баксов за фунфырик 10 миллилитров. До 100 тысяч, блин, доходит иногда ценник. Ну, если там не урожайно барага, например. Понимаете? А тут, блин, оказывается, вау, подсолнечное масло, блин. Ах, да. Десятилетнего моего внука диагностировали близорукость, -2 очки. Больше 100 лет назад уже лечили детей от этого простой гимнастики. Что врачей не учат этому? Ну, как вам сказать? Я не могу сказать, значит, за всю программу медвузов, где какая. Но вот еще раз, у нас здесь есть медицинский центр Ижевский. Он, не знаю, как сейчас, но в свое время он был лучше Федоровского. Вот. Соответственно, в Металлурге, микрорайон Металлургов есть у нас такой. Там филиал этого глазного центра, детский центр. Вот, соответственно, своих мелких я водил туда. Вот. Вот как минимум главврач этой больнички, значит, и просто там врач, значит, мужик, вот он в курсе вот этого всего хозяйства был. Всей этой гимнастики, собственно. Вот. Вот там подробно, значит, в том числе все объясняли на эту тему. Как другие, я не знаю.
Но в первую очередь, ребята, это же всегда зависит от того, насколько врач вообще, блин, видит себя, как сказать, именно лекарем, да. Вот, насколько он вообще хочет помочь. Потому что, блин, точно так же, вот точно там же, ну, раз привез мелких, значит, привел мелких, то заодно как бы и мне зрение проверить, потому что прежние очки что-то мне как-то стали, блин, глаза аж в кучу собираются, блин, и башку ломят. Вот, дай проверю. Они мне такого намерили на своем приборе, блин. Вот, я говорю, ты что, родная, блин, делаешь? Дай мне таблицу. Она мне включает проектор на стену, покрытую, блин, декоративной, вот такой вот штукатуркой, блин. Вот на такую стену она включает проектор, блин, на читай. С ума сошла? Ты мне нормальную таблицу дай с нормальным освещением. Что это за хрень на серой стене, блин? Я и так слепошарой ничего не вижу, блин. Правильно вы, говорит, не видите, у вас минус 7. Сколько, блин? Ты что, с ума сошла? Вот. Туда-сюда, блин, детей, значит, у нее забрал, дошел до главврача, значит, я говорю, слушай, блин, с ума сходит, блин, какие в задницу минус 7, блин. У меня минус 5,5 очки, они мне великоваты стали. Давай на таблице проверим дедовским способом. Давай. Проверили. В результате, значит, очки для вождения он мне выписал на сколько? 4,5 для вождения. Понимаете? Штука в чем? А, соответственно, для быта там компьютер читать и так далее на минус 2,5. Я говорю, а это мне на 7, минус 7 лет намерило с половиной. Он только тяжко вздохнул. Вот. Соответственно, про детей поговорили, им померили точно так же. Им там глазки обследовал по полной программе. Там дофига, не просто на таблице посмотреть, а посмотреть, насколько там запас прочности, в каких случаях что поможет. И т.д. и т.п. Да, вот сказал, вот я гимнастику, да, эта штука хорошая, да, помогает, да, вот делайте все. Дали мне памятку, блин, как эту гимнастику делать, кроме всего прочего. Вот. Да, соответственно, дома, блин, взял распечатку этой стандартной таблицы, вот, по зрению, банально. Ну и на стену, там, где хорошее освещение, ребенка, соответственно, там до определенного уровня, где он все это хозяйство видит, ну и регулярная проверка, видит он с этого места или не видит. Вот. Да и для себя, собственно, точно так же. Понимаете, все зависит очень много непосредственно от самого человека. Вот. Есть ли смысл купаться в природных минеральных водах, которые воняют сероводородом? Впитаются ли микроэлементы через кожу? Или спасибо? Ну, лучше или спасибо, конечно, сразу. Вот. Хотя, как говорил, ой, Мойша из Одессы, лучше маленький доллар, чем большое спасибо. Да, шутки шутками, но смотрите, по большому счету, до конца еще ни хрена не понятно, почему эти самые источники, блин, действуют. То, что там человек что-то вдыхает, вроде оно не настолько должно действовать. То, что попадает внутрь, не настолько должно действовать. То, что через кожу, блин, это опять же не настолько все это хозяйство впитывается. Вот. Понимаете? Эпизод про ожоги и лаванду вырезать не обязательно. У меня есть материал про ожоги непосредственно, уважаемый. И на ютубе, а лучше на сайте ищите все это хозяйство. Там поисковая строка есть, это эффективнее будет и проще. Значит, поэтому, опять же, это работает как банально гармонизатор. Вот. Точно так же, как человека вывез в поля, на природу, ему полегчало. Понимаете, там санаторий какой-то, вроде ничего такого не делали. Кормили столовской жратвой по расписанию, но санаторий находится где-то в сосновом лесу, например. Блин, и человек через 2 недели возвращается
отдохнувшим, посвежевшим и так далее. Вот. Как-то так вот. Я себе именно этим маслом ожог кипятком убрала. На следующий день как и не было. Но на запах из моих знакомых только мне она и нравится. Остальным носом вертят. Ну да, не французский парфюм. И даже не польский. Вот. Можно ли... Так, где оно у нас? Где? Да, можно вас спросить про лечение медью. Есть ли у вас видео об этом? Нет, видео у меня об этом нет. Лечение медью невозможно, нереально. У меня где-то есть то ли видео на эту тему, то ли какой-то стрим, я уже не помню. Значит, но суть в чем? Вот два мифа на тему, значит, серебро обеззараживает, а медь лечит, они появились, в общем-то, из одного источника. Два исторических события. Первое. Были сосуды, откуда-то появились в древности, значит, сосуды, где, например, носик серебряный, сам сосуд медный. Или дно серебряное, сам сосуд медный. Вот. Или там половина сосуда медная, половина серебряная. Причем по вертикали. И все это хозяйство спаяно, только не оловом, а это все хозяйство спаяно тем же самым серебром или медью. Вот. Дело в том, что получается гальваническая пара. Медь с серебром. И когда в такой сосуд наливаешь воду, эта вода обеззараживается. Учитывая, что климат в основном на планете тогда был теплый, то есть паразиты не вымораживались, а воду черпали банально из речек и ручьев, а там плавало до хрена разной дряни. И поэтому народ регулярно, значит, попивший водички из незнакомого ручеечка, блин, срал дальше, чем видит, блин. Извините меня за мой французский. Вот. То, соответственно, попивший водички из такого кувшина, оказывалось, что, блин, ух ты, ничего подобного не происходит, да? С такой воды не травишься. Мало того, так как она не дает микробной нагрузки на организм, такая вода благотворно влияет на здоровье. Понятно, да? Вот вам один исторический момент. Поэтому, когда, например, используют медные сосуды для хранения воды, но это бесполезно, потому что нет гальванической пары. Второй момент. Значит, серебро. Серебро у нас реагирует потемнением на определенные яды. Поэтому люди достаточно богатые предпочитали жрать серебра, чтобы сразу видно было, добавили яд в еду или питье, али нет. Вот. Понимаете, штука в чем, да? Вот оттуда пошло, что, блин, серебро тоже обеззараживает. Оно не обеззараживает. Оно работает в данном случае, просто там, по-моему, яды на основе сульфатов, что ли. Вот. То есть еще не на все яды реагирует-то. Вот. Просто как лакмусовая бумажка серебро в этом случае срабатывает, и все. А так опыты делали, серебро не обеззараживает. Ни хрена. Вот. И медью лечиться смысла нет. Понятно, да? Мало того, меди вокруг, ну, в принципе, и так абсолютно достаточно. Ну, та же самая свекла возьмите. Пожалуйста, там этой меди, блин, завались, она потому и красная. Ну, да, там каротин определяет цвет, но тем не менее. Значит, в пшенице меди очень много. Вот. Понимаете?
Прям даже непонятно, нахрена человеком, у которых в основе, значит, окись железа, блин, пшеницу дали. Явно не им все это дело было. Да, как-то так вот. Так, Михаил Воронин, здравствуйте. После бритья лаванда также хороша, плюс аромат. Да, кстати говоря, после бритья лаванда хорошо снимает раздражение. Вот, да. Дамам на заметку, а то они любят бриться, значит, там, где попало. Да. Что такое коксартроз тазобедренного сустава, насколько это критично? Ну, все зависит от общего состояния организма, например. Надо смотреть причину, надо смотреть, в какой все это хозяйство стадии. Ну, а что такое коксартроз? Изначально это можете погуглить, информации там достаточно много достоверной. Вот. Поэтому с этим только на консультацию. Про герпес частично прослушал. Эфирным маслом в смеси с димексидом прижигать можно. Можно чистым лавандовым, можно в смеси с димексидом. Так. Как вы переубеждаете людей? Никак. Никак. Зачем мне это надо? Хватит. Вот, носил. Понимаете ли, правду в массы. Надоело. Вот, поэтому никак. Ради бога. Это его жизнь. Пусть делает с ней все, что хочет. Моя задача, значит, сообщить ему об альтернативе. Его задача отказаться и сдохнуть ровно так, как он для себя определил. Все. Понимаете? Поймите одну простую вещь. Никаких болячек просто так не бывает. Любая болячка – это, как сказать, узелок на память, который человек оставил сам себе перед рождением на свою жизнь. То есть, если есть какая-то болячка, надо подумать, так ли ты что-то делаешь, или ты не в ту сторону уже пошел. И чем сильнее болячка, чем тяжелее, тем, соответственно, крепче надо подумать. Понимаете, штука в чем? Вот, например, есть такая штука замечательная ферран. Вот. Ферран прекрасно работает, например, в случае с онкологией. Ну, особенно, если человек хочет выжить. Вот. Но замечено, если лечить только ферраном, это дает кратковременный эффект. Понимаете, 2-4 года, потом снова онкология, и человек уже сгорает так, что, блин, там уже ничего не помогает. Почему? Ну, потому что он получил, грубо говоря, помощь на халяву, и он ничего не поменял в своей жизни. Он не поменялся сам. Он ничего не поменял. Он, скажем так, не сдал экзамен, не выучил уроков, да? Понимаете, штука в чем? За него, можно сказать, решили все. Он что, бабками решил откупиться? Это можно сделать, откупиться от учителя, от экзаменатора в вузе, блин. Но от судьбы откупиться бабками никогда еще не получалось. Понимаете, в чем дело? А вот когда, соответственно, человек проходит, например, полный курс на фоне того же самого феррана, это, блин, да, это, ну, кстати говоря, я бы не сказал, что это всегда дороже. Ни хрена это не всегда дороже. Вот. И там-то самое основное. Ферран-то что? Он пошел, купил, ему рассказали, как пить. Бабки позволяют. Он его и херачит, блин, пипетками и пузырьками. И у него все получается. Понимаете? Человек приходит, когда ко мне, у него, скажем так, ну вот там, другим он путем пришел, да? Общается со мной, я ведь объясняю, что, зачем, почему, как. У человека есть время на подумать, принять решение, вот, что-то с собой делать. Потом он с собой, значит, там порядка 6, 7, 8 месяцев, блин, что-то делает. Под моим чутким руководством мы каждый день общаемся.
Вот. Ну, да, общаясь со мной каждый день, блин, если человек не свихнулся за полгода общения, ну, значит, все равно что-то в нем поменяется. Те, кто со мной так общался, они подтвердят. Вот. Дмитрий Иванович, я правильно говорю? Вот. Как-то так. Все равно у человека хоть насколько-то, но меняется мировоззрение. То есть ко мне человек приходит уже готовый сменить мировоззрение фактически. Он уже понимает, что что-то, блин, здесь не то, что-то здесь не так. Вот. Соответственно, когда человек приходит там, блин, так, вот те бабки, блин, сделай мне хорошо. Уважаемый, блин, Ферран там, я тебе чем могу помочь? Я тебе могу помочь вот этим вот. Будем работать? Нет, аривидерчи, блин. Все. Я только объясняю, блин, чем дело кончится. Мне не верят. Вот. Кто верит, все получается, все нормально. Да, причем эти люди зачастую, в большинстве своем, они не приходят на стриме, они не оставляют комментариев под видео. Они не пишут нигде. А смысл? Они за вот это время от меня научились уже, что надо делать-то. И занимаются собственной жизнью. Вот. Понимаете, а то многие спрашивают, типа, а где, блин, отзывы вот этих вот людей, блин? Да нету. А что, собственно, рассказывать? Не, я могу, конечно, вот пальцами потыкать, да, могу пальцами потыкать, но опять же, значит, у медиков есть вот эта вот штука, да, неразглашение тайны. У меня, собственно, точно так же. Вот. Я того же самого придерживаюсь. Ну, все, наверное, знают, да, про таблетки, которые назначаются и которые имеют синдром отмены. То есть отменить эту таблетку нельзя. Даже теоретически нельзя. Потому что она меняет биохимию в организме. И человек вынужден эту таблетку жрать. И вторую таблетку, чтобы компенсировать эту таблетку. И дозировки постоянно нарастают. Когда достигают критического значения, человек просто умирает. Вот. Ну. Чтобы не сглазить. Но, извините, я снял человека с такой таблетки. Без всякого синдрома отмены. Понимаете? Можно все. Можно все. Надо просто знать как. Соответственно, я знаю как, а человек должен хотеть это все хозяйство сделать. Вот. Как-то так. Так, капсулирование перца сухого или таблетирование, каковы его действия на организм? Нет. Ну, с одной стороны, конечно, интересно. А с другой стороны, понимаете, в чем проблема таблетки или капсулы? Человек ее не чувствует. Понимаете? Он ее не чувствует. Поэтому он не понимает, когда хорош. Неправильное воздействие на организм. Оно должно начинаться вот здесь, во рту. Для начала. Потом почувствовал хорош, значит все хорош. А с капсулой так не получится. Идея, конечно, интересна. Вы не первый высказываете такую мысль. Вот, но можете ее, конечно, воплотить в жизнь. Да, мне 10%. Где? Лаванду берут с продаж. Не, вряд ли. Гемиксид же не убрали. Вот.
Начал чистить зубы маслом чайного дерева, как по рецепту. Вылезли грибки на руках после гибели части дрихомонады. Ротовая дрихомонада там. Угу. Да. Социализм кончился, теперь порядок у нас, бардака нет. А теперь нету ни бардака, ни науки, блядь, ни медицины. Сейчас, ну правильно, блин, там ничего нету, блин. Вот, понимаете, бардак возможен только там, где вообще что-то есть. Да, а если ничего нет, то, блин, естественно, будет гениальная пустота. Вот. Закончился перед Санта-Мария. Найти не смогла новый. Купила кайенский фронтир 90 тысяч, единиц остроты. Пробирает еще больше. Так вот, в том-то и дело, что здесь вам придется просто-напросто отрегулировать чуть-чуть концентрацию. Вот и все. Спирта побольше, перца поменьше. Вот. Про грибы ничего не скажу. Так, про квантовый компьютер. А что о нем думать, блин? Ну, да, есть такая штука, да, делают, да, прикольно. Вот когда толком сделают, тогда поглядим. Пока народ корячится и что-то делает. Они сами смутно представляют, что должно получиться. Вот. Понимаете, передача информации, вот это вот интереснее всего. Но, как сказать, например, были такие эксперименты по передаче информации. Две улитки, значит, они вылуплялись, они росли вместе, их вместе учили, соответственно, раздражая током одну, там заставляли вторую точно так же ползать по той же самой траектории. Ну и, соответственно, разная траектория, да, это разные символы, разные значки, разные буквы, цифры и так далее. Потом этих улиток разъединяли между собой. Одну, например, отправляли на подводную лодку, вторую оставляли на суше. И когда, значит, улитке одной из давали команду соответствующим образом, вторая начинала ее точно так же исполнять. Ребят, это, блин, звучит как фантастика, но я вам рассказываю сейчас реальность. Можете погуглить. Понимаете? Что это как не телепатия между вот двумя существами? Понимаете, штука в чем? Такие вещи, пожалуйста, были, использовались. Вот. Например. Да. Потом все это хозяйство каким-то образом модернизировали до уровня приборов. И, соответственно, сейчас подводные лодки для того, чтобы получить конкретную команду, например, на пуск ракет, да, даже всплывать не обязательно. Вот. То есть команду она получает однозначно, находясь на любой глубине и удалении от базы. Понятно, да? Что там используют? Вопрос отдельный. В какой стадии рак излечим, в какой нет? Скажем так, основные проблемы это рак печени, когда запущено. Но в первую очередь зависит все от настроя самого человека. Если человек считает, что вылечиться можно и делает для этого все возможное, прикладывает усилия, то есть там очень важен эмоциональный настрой собственный. Вот.
ну, там все получится. Если человек даже при начальной стадии считает, что это невозможно, ну, он от этого, собственно, и помрет. Понимаете? Зависит непосредственно от человека. Вот. Занимался чисткой, теперь каенский ем как конфеты. Вместо сладкого стало тянуть очень сильно на соленое. С чем это связано, как долго будет, беременность исключаем, я мужик. Ну, блин, в нынешнее время вообще ничего исключать нельзя, я бы так сказал. Значит, понимаете, как в том анекдоте, обходит главврач роддом и в одной из палат наблюдает мужика, блин. Уважаемый, а вы-то здесь как оказались? Знаете, доктор, долго рассказывать, но все началось с мойки посуды. Так что аккуратнее там, понятно? Значит, скорее всего, если тянет на соленое, много воды пьете, скорее всего, организм норовит компенсировать. Тянет? Ешьте. Опять же, вполне возможно, что организм привык к определенной концентрации минеральных веществ в крови. Оттуда вы убрали сахар, надо чем-то заменить. Ну, почему бы не солью? Вот. Говорят, гриб ежевик гребенчатый стимулирует формирование нейронных связей. Но эти связи нейронов неправильно. Значит, еще раз. Стимуляция, развитие нейронных связей зависит не от гриба. Она зависит от нагрузки умственной. Вот когда вы в школе изучаете физику, высшую математику, там, алгебру, тригонометрию, там, начало анализа, вот это вот хозяйство. Да, 90% населения, там 99%, и эта хрень в жизни никогда не пригодится. Но зато благодаря этой хрени формируются эти самые нейронные связи, понимаете? Причем логически правильные, потому что это математика. Жесткая логика, блин. 2 × 2 = 4. Не, бывают, конечно, там вариации, блин. 5 в 5 будет 24 или 26. Встречный вопрос. Мы продаем или покупаем? Понимаете? Но в школе однозначно 5 в 5 – 25. И вот благодаря этому формируются вот эти самые нейронные связи. Вот. Плюс соответствующие аминокислоты. Аминокислоты лучше всего брать из телячьих мозгов. То есть учащимся в школе, например, очень хорошо готовить телячьи мозги. Вот. Например, там запеченные в сухарях, к примеру, как вариант. Да, готовить несколько муторно, но, блин, оно того стоит. Глицин просто отдыхает, рядом не стоял. Понимаете, ребятки? Вот. Это что касается формирования связей. А стройматериал, ну да, мозги. Они содержат все необходимые как раз таки микроэлементы, макроэлементы, витамины, все вещества именно в той форме, в какой они именно в мозгах и используются. Понимаете, штука в чем? Вот. Не, можно, конечно, удалять гланды через задницу. Но, блин, потом геморрой будет. Зачем? Так, много читала, что во время еды лучше чай не пить, другие жидкости, а как же супы, это же еда с жидкостью. Ну, мы вообще потребляем практически все, что является так или иначе жидкостью, да. Сложно сожрать тот же самый суп или кисель в сухом виде, блин. Вот. Но в какой-то момент слюна однозначно кончится.
Это во-первых. Значит, пить во время еды, как сказать, лучше, конечно, не пить. Пить лучше за полчаса до еды. Если у вас после еды появляется жажда, вот, это как раз таки говорит о том, что у вас воды в организме недостаточно было перед едой. Потому что организму, то, что вот вы съели, вот вы возьмите, попробуйте вот то, что вы себе на обед, на ужин сготовили, да, вот вы возьмите это дело, даже вместе с чаем там или с супом, и прогоните через блендер. И посмотрите, насколько густая масса у вас получится. А ведь этой массе надо попасть в кишечник, надо там достичь концентрации, чтобы это могло всасываться в кровь. То есть оно должно быть как минимум по консистенции не гуще крови. И вот организм начинает сбрасывать туда воду из себя, сцеживать, чтобы разбавить вот эту густоту. Понятно, да? Соответственно, чтобы у вас воды в организме хватало, надо пить до еды. И вообще пить достаточно обильно между приемами пищи. Вот тогда потребности в воде после еды не будет, потому что привычка пить чай после еды, она возникла как раз таки отсюда, когда люди покушали. Вот, особенно как у нас кустодиевская купчиха нарисована, да, такая дородная дама, такая, значит, пышная. У нее тут калачи, у нее здесь пироги. Ну, да, она тесто наелась, она наелась густых вещей. Теперь, конечно, надо чаю ей, литр. Вот, чтобы все это хозяйство разбавить водичкой. Понимаете, да? Вот. А если вы воду пьете и так в достатке, то вас на чай и тянуть, собственно, не будет. Вот в чем дело. Там по-разному бывает. Нельзя сказать, что вот вода, значит, выпитая там сразу после еды, значит, или когда вы, значит, запиваете все это хозяйство. Во-первых, это все надо смотреть, как оно, все вот эти вот привычки еще с детства, например. Потому что детский организм, он очень сильно адаптивен. У нас то ли Тува, то ли Тыва, там то ли монголы, блин, сейчас боюсь наврать, значит, запивают баранину, они пьют бараний жир горячий, и все это дело запивают холодной водой. У любого нормального, обычного человека, вот, нельзя сказать, что они ненормальные там, у любого обычного человека от такого будет заворот кишок однозначно. Потому что этот жир встанет колом, и все, и приехали. Непроходимость кишечника с летальным исходом. А эти ребята спокойно пьют одно, запивают холодной водой, и у них все прекрасно. У них организм так устроен. Соответственно, с детства, когда, например, дети едят, запивают водой, они к этому привыкли, то потом и во взрослой жизни у них это будет протекать нормально, пока что-нибудь там с ними не случится. Вот. Понимаете, штука в чем? Вот. Ну, или не пил, а тут густенькое подали. Тоже можно запить. Водичка всосется очень быстро. Вот, концентрация желудочного сока восстановится, и будет все нормально. 5:30 утра, уже 6, наверное, утра. Так. Ваши речи противоположны обычному человеку. Ну, никак не заставить слушать. Да, я бы не сказал.
Многие живут неправильно, конечно, да. Особенно в последнее время всякой фигней людей поприучали ко всякой ерундистике. Да. Могут ли вирусы дружить с иммунитетом и управлять сознанием? Ну, понимаете, дело в том, что за определенное время эволюционных процессов и совместного проживания достаточно много вирусов у нас оказались встроенными. Какую роль они выполняют, про очень-очень многие мы не знаем. Но вот, например, без менингококка когнитивные функции невозможны. Но когда его много, тогда менингит, блин, и до летального исхода, а то человек и дурак может стать. Понимаете, штука в чем? Та же самая трихомонада является тренером для иммунитета, к примеру. Тот же самый вирус иммунодефицита человека является регулятором для клетки сон-отдых. Понимаете, штука в чем? Но когда, значит, происходит вот перекапливание, и все это дело начинает работать неправильно, ну да, человек начинает загибаться. Но, еще раз говорю, загнуться можно от капусты, банально, белокочанной. Да любой. От мяса можно загнуться, от воды можно умереть. Водное отравление есть такое, понимаете? От соли можно умереть. Все, что приводит к перекосу баланса организма, вызывает летальный исход. Вот. А так, ну да, дофига вирусов, блин, у нас встроены. Как они влияют? Влияют или не влияют, или как они влияют, до сих пор толком сказать еще не могут. Только-только вот подошли к этой разгадке. Поэтому сейчас речь идет про новую вакцину, что там идет как раз-таки встраивание аденовируса. Мало того, значит, там плюс идет и РНК. Кусок от этого самого ковида, тот самый, который отвечает за информацию. И вот он встраивается в клетку, несет инструкцию в себе. И никто толком не знает, чем это дело кончится. Вот. Понимаете? Вот в чем дело. В Китае есть таблетки куркумы. Угу. Знаете, я вот человек достаточно ленивый. Поэтому, блин, заморачиваться, бегать вот этим вот, тем более сидя на периферии, блин, не сильно охота. Да. Онкобольные редко ищут альтернативу, они слушают врача, не зомбированным и т.д. и т.п. Да ради бога, меньше народу, больше кислорода. Значит, человек не понял, не вспомнил и так далее. Ну, что я могу сделать? Насильно, опять же, мил не будешь ведь, правильно? Вот. Болезни глаз, зрения самые страшные, так как непонятно, как лечить. Ну, не все, для начала. Для начала не все. Вот. А так, ну, многие сейчас лечатся, очень многие болезни глаз сейчас лечатся, в том числе хирургическим путем, например. Да.
На работе в столовых многие берут с едой по 2 сладких сока или компота после супа. Второго, ваше мнение, это гельминты? Не всегда. Не всегда. Сладкое это в том числе энергетик. Если человек занят умственным трудом, вот, восполнение глюкозы, опять же. То есть, опять же, надо смотреть на первый признак гельминтоза, это когда человека тянет на несъедобные вещи. То есть, грызет карандаш, ручку, ногти, пытается есть землю. То есть, извращенный вкус. Понятно, да? Вот тогда да. Компот, например, сваренный из сухофруктов, ну, вообще замечательная вещь. Там очень много именно микроэлементов, например. Вот. То есть это не факт, что гельминты. Но то, что гельминты есть в том или ином виде, в том или ином количестве у всех, это факт. Как вы представляете себе, Алексей, капсулы с перцем, если перец продается и т.д. и т.п. Вы знаете, вот лецитин у нас продается, да, килограммами, а многие его покупают в 3 раза дороже в баночках по 200 грамм. А еще некоторые покупают в 10 раз дороже, если не в 20, в капсулах. Толку вообще шиш, а стоит как чугунный мост. Понимаете, штука в чем? О как! Покупают же. Маркетинг, блин. Маркетинг. Да. Немного погодя после основной пищи пить чай со сладостями, конфеты, шоколад, пироги и прочее мучное зло. Нельзя сказать вот прям вот так. Вот надо исходить из состояния организма и вкусовых пристрастий. Если без этого человек жить не может, да. Вот. Если он без этого легко обходится, нет. Роль вируса может как естественный отбор? Может, в том числе, да. Но дело в том, что, видите ли, коронавирус это штука слишком сильно раздутая. Он не тянет даже на эпидемию. Вот. Поэтому здесь говорить об естественном отборе как бы даже и не приходится. Количество заболеваний органов дыхания, ну даже как бы и не увеличилось. Понимаете, в чем дело-то? Сегодня отличная команда на стриме. Вопрос-ответ очень результативно. Есть такая штука, да. Какую пасту для зубов посоветуете самостоятельно приготовить? Ну, рецепт на сайте лежит. Вперед. Вот. Наниты. Слышали о таком? Это что-то, по-моему, из области фантастики. Сдается мне. Что-то это, блин, в фантастическом романе каком-то мне встречались наниты. Вот. Так. Где я могу узнать о ваших стримах? Я на вас подписан на ютубе, а на стрим попала случайно. В группе ВКонтакте, в Телеграме. Вот. Там как бы группа контактная в Телеграме дублируется. Там, соответственно, выходят вот эти вот объявлялки. Вот. Да. Попробовал японские капли для глаз с эффектом свежести, снимают усталость. Ваше мнение? Мнение о чем? О том, что вы их попробовали? Или об каплях? Я-то их не пробовал. Я ничего сказать не могу. Я от вас сейчас первый раз об этом услышал. Вот, поэтому... И как ваше мнение? Стоит? Нет? Оно того.
Так, практиковали ли вы выход из тела? Если да, то как первые впечатления, ощущения? Так, вот, смотрите, выход из тела, он бывает по-разному, да, бывает вплоть до того, что ты видишь свое тело как бы со стороны, на расстоянии и так далее. Да, путешествую там и т.д. и т.п. Есть другой вариант, тоже как бы путешествия, можно себя наблюдать со стороны, но не настолько это хозяйство экстремально, вот, то есть связи с телом остается значительно больше. Вот, собственно, на втором канале у меня подобные упражнения вообще описаны, то есть как в себе развивать сенсорику, например. То есть любой человек имеет, скажем так, какие-то спортивные наклонности. Если их развивать, он будет спортсменом с неплохими данными. Точно так же любой человек, соответственно, является сенсом, да, все равно какая-то чувствительность у человека присутствует. Вот. Если это хозяйство развивать, то человек в состоянии стать тем, кого называют экстрасенсами. Я называю просто сенсами, то есть просто повышенная чувствительность и все, собственно. Вот. Там подобные упражнения описаны, как это хозяйство делать, но делать безопасно. Вот. Потому что некоторые практикуют неправильные вещи, скажем так, разрывают слишком много связей с телом, и в некоторых случаях бывает такое, что пока товарищ где-то гулял, тушка на диване сдохла с голодухи. Вот. И такое бывает. Да, я до такого, соответственно, не доходил, как бы не надо. А так, ну да, прикольно, интересно. Особенно если посмотреть снизу на гору Олимп, которая на Марсе, блин. Ну, весьма и весьма, скажем так, впечатляющее зрелище-то. Да. Где лецитин взять самый дешевый? Ну, на сайте заказать у нас или в группе ВКонтакте. Вот, потому что если еще дешевле, то там, ну, только мешком 25 килограмм. Вот, вам столько надо? Мы, соответственно, все это хозяйство развешиваем там по килограмму, по 3, по 5, хоть 10. Вот, соответственно, с определенными ценниками скидочными. Вот, так что заказывайте, ради бога. Так, когда насморк и сопли зеленые, это признак инфекции или переохлаждения организма, как следствие простуда? Ну, признак инфекции, да. То есть переохлаждение привело к определенному заболеванию, определенной стадии. На определенной стадии развиваются определенные микроорганизмы. Вот они зелень дают, ну, значит, человек близок к выздоровлению. Вот, собственно. А так инфекция-то ведь всегда присутствует. Так, с АСД. Про АСД еще раз. Ребят, с моей точки зрения, дает нестабильный терапевтический эффект, неподтвержденный терапевтический эффект. То есть, поэтому я в своей практике АСД не использую. Вот. На подоконнике зацвел перец пири-пири. То есть я подозреваю огонь-огонь в переводе на русский, да? Вот. Ну, поздравляю. Что могу сказать? Кто это самое фиалки выращивает на подоконнике, да? Кто гортензия, кто и перец. Теперь. Почесала глаз, забыла, что перец только ела, ем килограммами. Значит, ну, что характерно, перец не вызывает ожогов, в том числе слизистой, там, сетчатки, ну, в смысле роговицы и так далее. Вот. Что характерно.
Как ваш второй канал называется? Второй канал Лев Бульдозер размышлизмы. Вот. Не знаю, получится сейчас ссылку на него дать или нет. Как-то так, ребятки. Что у нас уже? Почти 2,5 часа. Почти 2,5 часа. Наверное, будем потихоньку завязывать. Вот. Ой, как-то я уже тоже чутка подустал. Вот. Так что продолжаем наблюдать за обстановкой в мире и в стране. Дальше будет еще интереснее. Опять же, повторюсь, на сегодняшний день что-то происходит у нас с частотами, с резонансом Шумана. Вот. Что-то с этим происходит. Что-то там меняется по полной программе. Потому что то, что я наблюдаю, это, вообще финиш. Дураки становятся тупее, умные становятся умнее. Очень сложно балансировать, практически нереально. Либо в ту сторону, значит, выбрасывает, либо в ту сторону выбрасывает. Значит, все, без вариантов. То есть мир разделяется. На самом деле, фактически, физически разделяется. Несколько лет тому назад началось разделение пространств. Вот. Помните, когда у нас министром обороны был, по-моему, еще Иванов. И вот этот самый Иванов вместе со своим американским коллегой мотались на Южный полюс. Вот делайте нехер, да? Туда, каждый раз любая экспедиция, там кто-то добрался до Южного полюса. Это там все на весь мир, там какой-то рекорд очередной, там достижение там мировое, там событие мирового масштаба. А тут, значит, 2 кадра на Южный полюс, один, второй. Что они там наблюдали? Что им ближе места для шашлыка не нашлось? Вот они там что-то наблюдали. Причем это происходило именно тогда, когда шла информация о том, что идет разделение пространств. Вот. На сегодняшний день идет разделение уже достаточно явно. При этом пространственно-временные континуумы начинают схлопываться и объединяться. Банально. Не просто исчезать, а объединяться. Вот. Поэтому очень внимательно, кто за рулем, очень внимательно будьте на дорогах. Реакция должна быть всегда 100%. Вот. У меня 5 томов книг Куренкова. В продаже были 5, но потом выпускались только 4 тома. Вот. Книг там больше, да, но томов официально в продаже было 4 штуки. 5-й был, несколько неудачный. Вот. На дорогах происходит такая фигня неоднократно, значит, мне уже рассказывали, сам это все хозяйство видел, когда едешь, дорога пустая, никого нет, а потом, бамц, и кто-то на дороге еще появляется. Вот не было его только что, а теперь он вот здесь и уже матерится, что ты ему там мешаешь. Вот. Понимаете, штука в чем? Вот. Такая интересная вещь. Пешеходы точно так же появляются. Вот. Зомби настоящие в том числе появляются. Племяннику недавно, значит, от меня влетело. Я, говорит, иду, мне зеленый свет, и машина едет, и он меня чуть не сбил. Я его даже по зеркалу, хлопнул зеркало, ему сбил. Вот. Я говорю, ты что, у меня растением стал? И ты теперь реагируешь исключительно на свет и цвет? Не на движение, не на опасность?
А на свет и цвет реагируешь, говорю. Растение. Хлорофилл, блин, вырабатывать когда начнешь? Вот. Понимаете, и таких на сегодняшний день достаточно много. Недавно тут, значит, светофор перемкнул. Ну, то оттепель у нас, то мороз, то оттепель, то мороз, светофор, короче, заглючил. Я подъезжаю, мне красный, я стою, значит, стоит девушка, потому что ей тоже красный. Я. Потом мне загорается зеленый одновременно с ней, и она идет. Понимаете, я стоял, машин больше не было, она стояла. Я поехал, она пошла. Все, ей по барабану, где там что другое светится, ей пофигу, что едет машина, блин, она идет. Таких дохренище сейчас. Поэтому, ребята, берегите себя, своих близких. Детям, своим родным, близким объясняйте простую вещь. Пешеход должен считать себя невидимкой, пока водитель не докажет своим поведением, что он этого пешехода видит. Пешеход должен считать себя невидимкой. Да, его должны пропускать. Обязаны по правилам и так далее. Но не всегда бывает возможность. Вот. Может быть техническая неисправность. Водитель может отвлечься. Ему может стать банально плохо с сердцем. Он может банально не увидеть пешехода из-за того, что был ослеплен там солнечным зайчиком, каким-то отражением, там встречными фарами и так далее и тому подобное. Даже днем, даже днем. Про вечернее, ночное время я вообще молчу. Пешеход обязан считать себя невидимкой. Вот. Только в этом случае будет достигаться безопасность его на дороге. Пропустить его должны, но имеется ли возможность? Вот в чем дело. Вот. Поэтому, ребятки, аккуратнее. Да. Поэтому аккуратнее. Так. Завтра легендарные матчи на Звезде. Смотрите достижения СССР. У меня телевизор есть здесь, но я его не включаю, я его не смотрю. Каков более правильный рацион завтрака, кроме сладких какашек? Классический английский завтрак. Немножко овсянки, 2 ложки, блин. И жареный бекон с яичницей, блин. Все. Да. Дам вплоть до пельменей, если у вас предстоит физически активная нагрузка. Так. Многие за рулем в смартфонах сидят. Да. Многие за рулем в смартфонах сидят. Да. Неожиданное появление машин, людей. Да, только что рассказал. Вот. Можно ли использовать для чистки зубов порошок из трихопол, масло чайного дерева, все-таки абразив? Ну, а вам механически-то зубы зачем вот так вот чистить? Можно с утречка, например. Вообще правильно, если правильно, да? Утром как люди делают? Встал, сначала на горшок, а потом, блин, некоторые на горшок падают с зубной щеткой в зубах. Вот. А потом срочно зубы чистить и только потом завтракать. Нифига, ребята. Правильно? Если правильно. На самом деле правильно. Надо сначала позавтракать, потом почистить зубы и только потом чесать нафиг. Понятно? Потому что важно убрать остатки пищи из ротовой полости, смыть кислоты и сахара
Ну и заодно крахмалы, которые у нас там превращаются, расщепляются до, опять же, кислот. Вот. Убрать остатки пищи между зубов, которые застряли. Ясно? Вот в чем заключается, собственно, гигиена рта. И, соответственно, точно так же вечером зубы необходимо чистить не для того, чтобы там с кем-то целоваться было, значит, удобнее, а именно после ужина, значит, чтобы, опять же, убрать остатки пищи, значит, смыть там сахара, крахмалы, кислоты и так далее. Понятно, да? Потому что ночью слюнотечение, слюновыделение значительно слабее, чем днем. Соответственно, зубы слюной не омываются. Вот. И поэтому они портятся именно ночью. В первую очередь. Ясно, да? Это вот если там какие-то потемнения на зубах от того, что человек там, я не знаю, курит. Но я курил, у меня зубы не темнели. Вот. Тогда нужен абразив. А так-то, собственно, он нафиг не нужен. Лучше всего, например, как в том мультфильме про птичку Тари, которая крокодилу зубы чистила. Зуб у крокодила заболел, все, значит, там ржали над этим крокодилом, пока не пришла птичка Тари, всех застыдила и достала у него там из зубов кучу всякой дряни. А потом, значит, звери там начали опять над ним глумиться, надо чистить зубы щепочкой. Так вот, в Индии в качестве зубочистки, щепочки и зубной щетки используют дерево ним, побеги дерева ним. Но оно у них там растет так, как у нас, тополя и клены. То есть везде. И оно обладает всеми вот этими вот свойствами. Понятно, да? Вот. Поэтому зубочистка – да. Зубная нить – да. Вот. Гвоздика, бутон гвоздики, значит, да. Прекрасно зубы чистит. Вот. Между прочим. А чисто механически не особо. Самое начало только дам. Как-то так. Как-то так. Утренний налет на языке. Еще раз, утренний налет на языке бывает только в том случае, если у вас хроническое нарушение микрофлоры, проблемы с микрофлорой. Хроническое нарушение состава микрофлоры у вас будет в том случае, если вы либо постоянно сладкое едите, а сладкое вы едите, скорее всего, потому что у вас глисты, либо потому что у вас просто глисты. Вот. Если глистов убрать, налета на языке не бывает. Там и на зубах-то особого налета, в общем-то, не бывает. Вот. Понятненько? Потому что ротовая полость – это начало желудочно-кишечного тракта. Вот. Человек это у нас, если так посмотреть, с точки зрения физиологии непосредственно, не анатомия, физиологии, человек это червяк, который, сложили вот это гармошкой, его, значит, сложили, засунули в капсулу с ручками, с ножками, значит, чтобы ему было сподручнее за жратвой бегать, вот, эту жратву ловить. А так это, собственно, червяк, который начинается ротовым отверстием, заканчивается анальным. Вот и все. Вот. На все случаи жизни есть искусственно произведенные растения, животные. Ну, не то чтобы искусственные, но, скажем так, чутка модернизированные. Да, как тот же самый лук-чеснок, например. Вот. Ну, а как иначе? Иначе человек вымер бы давным-давно, как папант. Вот. Да, пищевод всегда прав, пока жив. Все верно. Все верно. Как-то так. Как-то так. Ладушки, ребятушки. Всем спасибо, кто пришел. Вот. До новых встреч. Будьте здоровы. Всем пока.